В этом ролике я хочу поделиться с вами своими впечатлениями от встречи с Далай-ламой. Далай-лама — это буддийский лидер всего мира. Это как Папа Римский для католиков, для буддистов Далай-лама. Его еще считают живым воплощением Будды. Но для меня Далай-лама — он мой духовный учитель. Духовный учитель, от которого я давно, в 90-м году, получал прибежище. То есть стал его учеником. После этого я встречался с ним еще и в 2010 году. Вот сейчас 3-й раз была встреча. До этого я все время с дедушкой был, но я был за его спиной. Сейчас уже самостоятельно пошел к нему. Вот. Но до этого расскажу вообще, почему я захотел встретиться или почему я поехал в Индию. Мне 45. Для буддистов это такой возраст, когда мы должны немного замедлиться и направить свое внимание внутрь себя. То есть контакт найти с собой, синхронизироваться и понять, что было сделано, что нужно дальше делать и как я хочу дальше жить, чего я хочу достигать и так далее. И это такой момент, когда ты обращаешь внимание в сторону духовного развития. Я всегда говорю, что мы должны в 4 направлениях развиваться. Да? Физическое развитие — это то, что я говорю, как питаться, какой образ жизни вести, как правильно, да? Эмоциональное развитие — это медитация, тренировка ума и так далее. Как преодолевать стрессы, как жить со своими мыслями, эмоциями, да? Ментальное развитие — это когда мы новые знания получаем, учимся, ментально развиваемся. И духовное развитие, что немаловажно. И вот я решил в этом году также замедлиться и обратить свое внимание больше на духовность. Поэтому я решил начать этот год со встречи Далай-ламы. Вы, наверное, подумаете, уже полгода прошло, почему? У нас же год, недавно был Новый год, 1 марта. В связи с работой я тоже не мог, как по желанию, уехать. Но вот у меня получилось в мае. Для начала поехал в Индию, поехал в Dharamsala. Это город, где живет Далай-лама, где его резиденция сейчас. И я был, кстати, там впервые в жизни. Мой дедушка много раз, 1000 раз туда ездил. Я никогда с ним не ездил. Это тоже говорит о чем-то. Я думаю, да, почему я туда не ездил с ним. Я все время себе задаю вопросы и не могу ответить. Он меня звал много раз, а я то учеба была, то работа. Как-то даже когда возможность была, я не хотел туда ехать. Да вот сейчас поехал именно по своему желанию. Не потому что так надо, а именно захотел. Мотивация у меня такая была. Мои знакомые, друзья помогли мне с аудиенцией с Далай-ламой, и мы зашли к нему навстречу. Первый раз это было с супругой, только мы вдвоем были. И я, когда заходил, мы ждали его, я у себя в голове прокручивал мысли, думал, о чем я спрошу, на что буду обращать внимание и так далее, да. И когда я зашел, со мной что-то случилось, как будто меня переключило. И мне ничего не нужно стало. Я просто, как вот бывает, вот чувствуешь себя здесь и сейчас, полный покой ума, полный как будто вот умиротворенность. Когда нет ничего, никакого умопостроения, концептуализации, чего-то там, оценки даже, да, я хотел же посмотреть, как он выглядит, оценить что-то хотел, его со стороны, да, энергетику, обо всем забыл вообще. Мы с женой немножко побыли, благословение получили и идем вниз, там у него дворец находится наверху, и с женой разговариваем, что ты чувствовал, что ты... Я говорю, я вообще не понимаю, что произошло сейчас только со мной. Как будто меня выключили, потом включили. Вышел, я включился. И супруга то же самое говорит. Я вообще ничего, у меня
просто внутри было ощущение, как будто мне хотелось плакать. Ну, мы как раз договорились о том, чтобы через неделю нам было позволено прийти к нему с детьми. Ну, мы же люди, когда позволяете зайти сразу, можно еще больше, еще хотим. Ну, конечно, нам спасибо, что нам позволили. И через неделю с детьми я подумал, Далай-лама такой уникальный человек, буддийский лидер, учитель, да, и мой учитель. Я хотел его показать своим детям. Пока мы ждали второй аудиенции с детьми, у нас была неделя, мы такой паломнический тур устроили для себя. Мы уехали из Dharamsala в Ладак, это штат в Индии, столица, город Лех или Ле, местные называют. Этот город находится на высоте 3800 метров над уровнем моря. Приземлились туда. Ну, самолет, конечно, маленький. Первый раз я в такую турбулентность попал, когда тебя швыряют, и потом приземлились, и ты оборачиваешься, видишь, что пол самолета сделал кое-что, и все меняют одежду и так далее. Детям точно все. Выходишь, там нужно отмечать, все на тибетском написано. Вот что было интересно. Все эти на английском, на Индии, хинди, да, и на тибетском. Все понятно, где нужно что заполнять, где багаж брать, все вообще так интересно. Все, мы багаж взяли, поехали в гостиницу, там нас встретил. Мы поехали с нашим другом Ламой, буддийский лама, учится в Индии много лет уже, и он нашим проводником был, местным переводчиком, проводник. И вот мы с ним поехали, остановились в гостинице. К вечеру уже все мои спутники начали себя не очень хорошо чувствовать. Супруга начала жаловаться на слабость, головную боль, а лама начал себя плохо чувствовать. Я понял, что это горная болезнь. Горная болезнь известна тем, что ничем не помочь, да, не вылечить, только нужно улететь или уехать оттуда. Я там травы с собой брал, я начал супруге давать, начал ламе давать, сам немного пил, хотя я не чувствовал, вот честно, я больше всех боялся, как я буду себя чувствовать в высокогорье, я вообще не чувствовал ничего. Даже утром проснулся и пробежался, сделал свою привычную пробежку, но при пробежке я чувствовал, что темп другой и кислорода не хватает. И мы поехали оттуда во все монастыри, были в монастырях, которые построены 1000 лет тому назад. И это место, где время движется, все остальное как будто замерло. Люди двигаются, время идет, но все остальное как будто замерло. Эти храмы аж за 1000 лет так в землю просели. Дверной проем где-то высотой 1,5 метра. Но это не потому, что такой проем построили, просто сам храм вот так присел в землю. Это каменные храмы, и видно, это древние вещи. Там даже в храмах камнями нарисованные изображение Будды 1000 лет тому назад. Это место паломничества многих буддистов, да? Вот это все посмотрели. Мы уезжали в другой регион в этом же штате. Едешь на машине, это самый высокогорный трек, где с перевал 5600 метров над уровнем моря. Это очень высоко, это высота Эльбруса. И вернулись обратно, тоже не без приключений. В день вылета было у меня внутреннее ощущение, что что-то не так. Походу мы не улетим. И действительно, мы приехали, в час у нас вылет был дня, мы приехали в аэропорт, до 5 часов посидели и самолет отменили, потому что самолет из Дели не прилетел. Я понял, что из-за погодных условий, и нам в аэропорту сказали, вы точно отсюда улетите, если вы возьмете билет на первый рейс утренний, 6-часовой. А утром погода бывает более стабильной в горах. И все, мы взяли на следующий день утренний билет, а этот билет нам сразу там как-то возврат оформляют, вернули. Улетели, приехали в Дели, встретились с детьми, и с детьми уехали опять в Dharamsala на встречу с Далай-ламой. Вот с детьми уже совершенно другая атмосфера была, другая обстановка, потому что дети, они на себя притягивали внимание. И мне удалось и пообщаться, и посмотреть, немножко какую-то для себя оценку сделать, потому что я уже был более осознанным. Вот дети, мне кажется,
они вышли в таком же состоянии, как и мы первый раз. Я обратил внимание на то, что Далай-лама очень внимательно, очень так с состраданием, с таким вот любовью относится к детям. Первого ребенка, но старшего сына, я сказал Далай-ламе, можете его благословить, его вот глаза у него болят, ну, на английском как болят, я потом думал, да, я хотел сказать, у него плохое зрение, миопия, которая корректируется очками, но я хотел, чтобы он все было хорошо. Он так посмотрел, сказал, очки сними ему, я снял, его подняли, он так его благословил, потом ему к его же голове приложился своей головой и дал конфетку ему, он тот вообще счастлив. Правда, они от внимания его свиты, дети, конечно, были в шоке, потому что там же не один Далай-лама сидит, там охрана, там ламы другие, вот так полный людей, да. Второй младший, он сразу, Далай-лама попросил его поднять, подняли, он тоже там, Далай-лама его за щечку потрогал, такой посмеялся с ним и тоже приложился. Этот такой весь просто был в каком-то таком состоянии. Даже его выражение лица, я никогда не видел у детей своих такое выражение лица. У них то ли испуганный, то ли какой-то вот непонятный. Вот когда боятся, они по-другому, у них выражение лица. Я тогда подошел, немного поговорил, а супруга, которая все это видела, она просто заплакала, слезы у нее были, и все. У нас было полное такое счастье. Вот я в этот момент понял, что такое нирвана, покой ума. Вот когда попадаешь в его вот это биополе, или как сказать, его энергетическое поле, ты это ощущаешь. Полный покой, когда все, вот у нас буддистов говорят, есть такая таковость, да, понятие, вот так и должно быть. Ничего нет лишнего, ничего нет того, чего нужно прибавить к этому и так далее. Все должно быть так. И вот это полный внутренний покой, полная умиротворенность. После этого я понял, что вот у меня такой вопрос был, чем руководствоваться, когда принимаешь решения, чтобы эти решения были правильными. И я понял одну вещь. Правильных решений не бывает. Нужно руководствоваться тем, что даже в моменте, когда решение принимаешь, может быть тебе эмоционально или душевно больно, но сердце у тебя должна быть чувство покоя и свободы. И такое решение всегда приведет к хорошему результату. Потому что мы эмоциональные люди. Мы не должны решения принимать, руководствуясь эмоциями своими. Эмоции искажают наше видение. Мы должны принимать решения, руководствуясь внутренними своими ценностями. Я как буддист, ценность сострадания, любви, добросердечия, желание помочь, альтруистическая устремленность у меня должна быть. Вот в этом я убедился, в этом я утвердился, и сейчас мне намного легче стало. Вот какие-то вопросы были, вот почему я начал-то с 45. Утвердился и внутри принял свой путь, к которому я иду, и буду дальше идти уже с более легким сердцем и свободно, потому что мне все это показали. И Далай-лама просто своим присутствием это показал. Вот что я получил от встречи и благословения Его Святейшества Далай-ламы. Мои дети вышли потом 2-3 дня под впечатлением, все у них Далай-лама, Далай-лама, ходят на улице, видят людей в монашеское одеяние. О, это Далай-лама, Далай-лама спрашивает. И даже у них игры такие между собой. Я Далай-лама там. И даже вот приехал сюда через неделю, мой пациент просто пришла, сфотографировала шкафчики с препаратами, сборами и написала «Приемный сын Далай-ламы». Как будто я приемный сын Далай-ламы. Что-то связывает, наверное, энергетика исходит. Значит, я не просто вот глазами прошелся по этим местам. Эта энергия меня захватила. И вот во мне что-то изменилось. Пока что я не понимаю, что, но что-то хорошее. И я буду ждать. Какое-то время пройдет, будет видно. Будьте здоровы!